Местные поисково-спасательные отряды ведут сотни операций каждый год, но не находят признаков людей живых или мертвых, как будто они, почти буквально, растворились в воздухе. Аляска, конечно, суровое место, но почему так много людей и самолетов пропадает здесь? Более того, почему большинство из этих пропаж сосредоточено в одном месте? В так называемом треугольнике Аляски, который простирается от Джуна до Анкориджа и на севере до города Барроу, исчезло больше людей, чем где-либо еще в мире. Это тысячи километров озер, пустоши и гор со зловещей репутацией. Первым зафиксированным случаем подобного исчезновения считается пропажа самолета рейса Аляска-Техас с 44 пассажирами на борту в 1950 году. Аэроплан просто исчез, никаких следов от него не найдено до сих пор. Аляскинский треугольник прогремел на весь мир 16 октября 1972 года, когда где-то на пути из Анкориджа в Джуна бесследно исчез самолет Cessna с членом Конгресса США от Демократической партии Томасом Хейлом Баксом и политиком Ником Бегичем на борту. Это исчезновение запустило самый масштабный поиск в истории США. 40 спасательных самолетов в течение 39 дней прочесывали местность в поисках обломков или выживших, но безрезультатно. Cessna с политиками будто растворились в воздухе. Все это можно было бы списать на случайность, суровый климат и безлюдность края, по причине чего отыскать разбившуюся технику здесь весьма проблематично. Но поражает то, что с тех пор в Аляскинском треугольнике бесследно исчезло более 16 тысяч людей, причем как туристов, так и местных жителей. И еще ни один человек не найден. Местное племя тлинкитов обвиняет в этом злое существо Куштака, что примерно переводится как «человек-выдра». По легенде, этот оборотень имитирует крики ребенка или женщины, чтобы завлечь свою жертву в реку. Оказавшихся в воде людей Куштака либо убивает, разодрав на части, либо заколдовывает и превращает в маленького Куштаку. У конспирологов есть своя теория на этот счет. Они считают, что на Аляске сокрыта древняя пирамида огромного размера, которую они называют черной, способная использовать силу всей Земли. Вполне возможно, что люди и техника пропадают здесь, поскольку вольно или невольно мешают военным. Но официальные власти США всячески открещиваются от данной версии, тем более трудно предположить, что изучение этой древней пирамиды началось американскими военными еще в середине прошлого века, и об этом очень мало сведений. Официальное объяснение странному исчезновению людей в Аляскинском треугольнике сводится к геопатогенным зонам, энергетическим вихрям и экстремальным электромагнитным излучениям, которые присутствуют и в других загадочных местах нашей планеты. Самый известный пример – это Бермудский треугольник, но некоторые исследователи полагают, что Стоунхендж, остров Пасхи и египетские пирамиды тоже лежат в зонах с таким излучением. В таких местах компасы и электронные приборы выходят из строя, происходят нарушения в работе двигателей, что может объяснить аварии самолетов. Это аномальное электромагнитное излучение, по всей видимости, вызывает у людей видение, головокружение, дезориентацию и растерянность. Факт остается фактом: в штате с населением меньше, чем в Сан-Франциско, каждые 4 человека из 1000 пропали без вести. Но страшная и наиболее вероятная правда в том, что люди, которым нечего терять, специально идут в безлюдную тундру Аляски, чтобы никогда не быть найденными. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.